Сейчас нам нужно будет его почистить. Вот отсюда под корень мы режем здесь. Листочки, посмотрите, есть какие-то неудачные, некрасивые листочки. Вы их обрывайте. Так, это пока оставим. Вот это ни в коем случае не выкидываем. Это у нас самый гвоздь программы. Надо его почистить. Вот здесь и сердцевина есть беленькая. Вот до туда мы ее и чистим. До сердцевины белой. Вы можете одеть перчатки, потому что руки после нее у нас становятся черные. Но я в перчатках уже неоднократно говорю. Не люблю работать, не чувствую пищу. В общем, ломаете кусочками, и вот она тянется. Шкурка вам сама говорит: отрежь меня. Для начала нам нужно набрать воду. Когда мы его почистим, мы будем класть в эту воду чайную ложку лимонной кислоты. Для чего мы делаем эту воду? Чтобы у нас не потерялся вид. Смотрите, оно почернело. А если мы будем бросать в эту лимонную воду, она у нас чернеть не будет. Вот видите, оно само говорит, что его надо отрезать. Его прям видно здесь. До сердцевины. И убираем. По-турецки это называется энгинар. По-русски это называется артишок. Пока я не приехала в Турцию, честно, я об этом не знала. Ни что это такое и ни как его готовить. Порцию вы рассчитываете на сколько будет у вас человек. Вот этот один цветочек ест один человек. Ну, максимум 2, но я рассчитываю на одного человека. У нас в семье 3, поэтому я взяла 3 цветочка. Если у вас 5, берите 5 цветочков. Так вот проделываем со всеми ножками. Что мы делаем дальше? Посмотрели листочки у нас все нормальные, нету гнилых. Берем и вот так вот один раз бьем. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас открылся цветок. Вот так вот его чуть-чуть открываем. И внутри у нас есть сердцевина. Эта сердцевина нам нужно выковырять отсюда, иначе она будет горчить. Обычно я это делаю ложкой. Но вы поймете, что здесь нужно отковырять. Вот видите, вот такие пушистые штучки есть. Нам они не нужны. Хорошенечко вот так вот ее отковыриваем оттуда. Вот она, видите, вся какая дрянь. Она нам не нужна. Мы ее почистили. Я не знаю, вам видно здесь, но я думаю, что видно. Вот, мы ее почистили. Сердцевина у нас получилась дырявая. Немножечко вот так откройте ее. И вот таким образом мы ее замачиваем в этой воде. И так мы проделываем со всеми нашими артишочками. Вот этот артишочек у нас, посмотрите, здесь немножко сушеный. Мы его, вот эти листочки здесь тоже вот так вот обрезаем. Они нам не нужны. Если они у вас не порченые, как этот свежий, то обрезать не нужно. Так, что мы делаем дальше? Мы рассчитываем рис. Нужно, я уже говорила, османджик 2. Я беру здесь в Турции. Мне очень нравится это рис. Узбекского, к сожалению, я здесь и не видела, не знаю. На один артишок я кладу
2 столовые ложки с горкой риса. Если у меня здесь 3 ингинара, то риса у меня будет 6 столовых ложек. Рис нужно помыть. Мы его промыли, убираем в сторону. Нам нужно нарезать укроп-петрушку. Я уже его нарезала. Кстати, вам сейчас скажу секрет хранения укроп-петрушки, зелени. Не знаю, может быть и не секрет для вас, но я вам скажу. На базаре раз в неделю я покупаю зелень. Она у меня может храниться в холодильнике в таком виде 2 недели. Я ее кладу в стаканчик, наливаю воды и ставлю в холодильник. Но периодически вы водичку, смотрите, доливайте. Вот столько мяты я порезала, столько зелени в укроп петрушки я порезала. Мята должна быть свежая, но опять же на любителей. Если вы мяту не любите, вы можете ее не добавлять. Зелени, если у вас будет много, тут секрет в том, что зелени должно быть с рисом много, тем будет вкуснее. Дальше мы берем зеленый лук. Зеленый лук где-то у меня здесь 1/3 пучка. Ну вот столько лука. Нарезаем его мелко. Лук я ни в коем случае не репчатый, и именно зеленый. Точные пропорции смотрите в описании под видео. Я вам все точно напишу, сколько чего и зачем. Отправляем его сюда. Также я сюда добавляю 1 столовую ложку сушеной мяты. И 1 столовую ложку соли. Смотрите по своей порции. Я могу, кому-то, может быть, соленая будет, кому-то недосоленая. Вы смотрите по своему вкусу. Дальше мы добавляем 1 чайную ложку черного перца. Если здесь немножко будет побольше этого перчика, будет очень вкусно. Теперь выкладываем сюда рис. Все это хорошенечко мешаем. Видите, у нас здесь риса очень мало видно. В основном здесь вся зелень. Вот секрет этого блюда в том, что здесь должно быть много зелени. И оливковое масло сюда добавляем. Оливковое или растительное. Я буду добавлять где-то приблизительно 100 грамм. Но вы опять же смотрите по своему вкусу, по своей жирности. Получилось где-то 80 миллилитров. У вас должно быть желательно с толстым дном, для того, чтобы ингинар наш не пригорал там. Идем дальше. Вытаскиваем наш артишочек. Хорошенечко его сейчас мы потрепаем, откроем. Видите, сердцевина должна быть вычищенная. И начинаем выкладывать наш рис. Совсем-совсем по чуть-чуть. Вот так вот. Сначала по первому ряду прошлись, потом по второму, и вот так вот до сердцевинки. Совсем по чуть-чуть, по чуть-чуть. По пол чайной ложечки где-то у меня уходит. Заполнять не обязательно нам каждый лист. Но пройтись надо по каждому, желательно по каждому ряду. Вот так вот. Здесь у нас в Измире очень любят это блюдо. Вообще здесь мы живем в такой местности. Здесь люди очень травоядные.
Они в основном питаются всякими корнями, в общем, всякой зеленью, посезонно. Я в жизни столько не ела травы, сколько я здесь съела за 4 года, честно вам скажу. И в сердцевинку, конечно же, заполняем. Опять же, не доверху, а до половины сердцевинки. Ну, где-то вот так вот. Девчульки, одевайте перчатки. Посмотрите, руки все черные. Вот так вот заполнили. Так вот проделываем со всеми артишочками нашими. Вот видите, я сложила вот эти кусочки туда на дно. Выкладываем наш энгинар. Напишите в комментариях, так ли вы готовите это блюдо и популярно ли оно у вас в вашем регионе, там, где вы живете. Берем 1 лимон и только на цветочки вот так вот поливаем. Если у вас лимон большой, то достаточно будет половинки. Предварительно забыла сказать, поставьте кипятить воду, потому что вода должна быть горячая. Наливаем до половины цветочка. Ни в коем случае не сверху, а наливаем в саму кастрюлю. Достаточно. Я надеюсь, вам видно, чтобы у нас не была каша. Поэтому мы воду набираем до половины. Потом будем смотреть по состоянию, доливать, если что, воду, чтобы у нас вода постоянно здесь кипела. Сейчас мы ставим это на огонь. Огонь делаем не совсем умерший, а чуть меньше среднего, чтобы оно у нас вот так вот все кипело здесь. Прошло 15 минут. Посмотрите, у нас эти цветочки открылись и хорошо развариваются. Но рис еще пока не готовый. Продолжаем варить. Если ваша водичка немножко уменьшилась, вы можете кипяточек туда добавить. У нас вода пока здесь и нормально. Смотрите, какие красивые. Наш энгинар готовый. Посмотрите, он весь разварился у нас. Ну, я вам скажу, у нас на готовку ушло больше часа времени. Так что имейте в виду, это не быстрое удовольствие. Дальше видео. Сейчас я вам покажу, как нужно его кушать. Нужно выложить на тарелочку, но я вам сейчас просто покажу, как это нужно есть. Берем 1 листочек оттуда. Вот таким образом. Вытягиваем мякоть, а это остальное мы выкидываем. Лайк и подписывайтесь на канал.